Вчера Аэрофлот подвергся беспрецедентной хакерской атаке, которая привела к частичному коллапсу его работы и массовой отмене рейсов. Сегодня об этом поговорим. Пока еще очень сложно понять реальные масштабы взлома. Мы не можем, понятное дело, в полной мере доверять хакерской группе, которая активно рассказывает о своих успехах. Мы не можем верить и Аэрофлоту, который, как и любая корпорация в похожей ситуации, будет говорить, что у них все хорошо, все исправили и не такая уж и страшная была атака. Что мы знаем? Вчера были отменены более сотни рейсов. В источниках вы можете встретить цифру 49, позднее 54, но тут стоит понимать, с точки зрения авиакомпании рейс — это не то же самое, что с точки зрения пассажира. Полет туда и обратно для перевозчика — это один рейс. На момент написания сценария, спустя около 10 часов после атаки, мы видим по табло вылетов. У Аэрофлота, за единичными исключениями, не планируются рейсы с вылетом вовремя. То есть речь не о взломе бухгалтерских или управленческих систем. Эти работают глубоко в инфраструктуре компании и особенно на реальную деятельность, на предоставление услуг, не влияют. Тут же хакерам, очевидно, удалось грохнуть критическую инфраструктуру компании, вынудить компанию отменить часть рейсов и навести тотальный бардак. Таким образом, даже вопросов не возникает. Это не просто серьезная, но беспрецедентная кибератака на российскую транспортную инфраструктуру. Что бы Аэрофлот ни говорил, когда убивается не система бронирования, не сайт или приложение умирает, не база данных клиентов утекает, а ломается сама возможность осуществлять полеты, это для авиакомпании полная катастрофа. О чем же говорят сами хакеры? Ответственность за взлом взяла на себя белорусская группа «Киберпартизан», которая с удовольствием пообщалась с журналистами. Хакеры рассказали, подтвердив свои слова многочисленными скриншотами, что взлом Аэрофлота начался ровно год назад. Что за время, пока хакеры жили в корпоративной сети, незаметно повышая себе привилегии и деактивируя системы безопасности, им удалось также разобрать всю IT-инфраструктуру, получить доступ к тысячам серверов, к компьютерам сотрудников, к базам данных, корпоративной почте, компьютерам руководства. Утверждается, что был получен доступ к прослушкам сотрудников. Разумеется, мы сразу пошли смотреть, о чем речь. Оказалось, действительно, внутри Аэрофлота существует целых две системы, которые полностью контролируют всю внутреннюю коммуникацию между сотрудниками и все переговоры с клиентами в колл-центре. Если все так, как хакеры заявляют, то у них в руках оказались десятки тысяч часов переговоров, в которых содержится какая угодно приватная информация, что о самом Аэрофлоте, что о его пассажирах. Далее хакеры говорят о системе Saber, которая объединяет в себе функции бронирования и продажи билетов, взаимодействие с билетными агентствами. Фактически, если к ней у хакеров есть доступ, а похоже, что есть, то у них есть возможность прекратить на какое-то время всю операционную деятельность Аэрофлота. Ну, не говоря уже о том, что они знают, кто куда летал. Под контроль хакеров, по их утверждению, попала и система Crew, по названию которой легко догадаться. Она отвечает за все, что связано с управлением экипажем. За планирование полетов, смен, за график труда и отдыха. Собственно, видимо, в этом одна из основных причин отмены рейсов. На полет просто невозможно сформировать экипаж, который будет иметь право по нормативам его выполнять. Степень ущерба, нанесенного системе планирования полетов, пока загадочна. Сами хакеры говорят, что им удалось не просто систему захватить, но полностью уничтожить всю базу данных, на которой основано планирование полетов. Если это так, если придется пересобирать всю базу планирования, со всеми часами налета, со всеми допусками и ограничениями, со всем тем, что дает возможность сформировать экипаж на каждый конкретный рейс, таким образом, чтобы у вас два стажера вдруг не оказались в одной кабине, восстанавливать такую базу придется не часами. Это сложная задача, которая займет как минимум дни. Все остальные системы, о которых отчитываются хакеры, выглядят существенно менее критичным. Финансы, учет, корпоративная почта – все это важно для Аэрофлота как корпорации, но менее значимо для выполнения, собственно, полетов. Насколько трудно Аэрофлоту будет восстановить нормальный режим работы? Это станет ясно только в ближайшие дни. Но сам факт, что хакеры какое-то продолжительное время вольготно безобразничали во внутренней сети компании, видимо, дискуссии не поддается. Это так и было. Насколько это в целом обычный эксцесс? Глубокий взлом большой корпорации с тяжелыми последствиями для ее основной деятельности и для ее клиентов. Это не очень редкий эксцесс, такое бывает.
Если вспомнить именно авиационные истории, то в июле 2020 года хакеры взломали ведущую компанию в области аэронавигации и автоматизации самолетов Garmin. Тысячи самолетов по всему миру тогда оказались прикованы к земле, потому что не смогли получать навигационные обновления с пораженных вирусом шифровальщиком серверов. Хакеры требовали от Garmin $10 миллионов в криптовалюте. Сколько Garmin заплатил, никто не знает, но все знают, что по деньгам договорились. Именно это обстоятельство отличает текущую ситуацию от десятков подобных с крупными компаниями и от сотен и тысяч подобных с компаниями поменьше. Обычно такого рода атаки – это чистый криминальный бизнес. Украсть деньги со счетов клиентов криптобиржи, блокировать сервисы компании, чтобы получить выкуп. Здесь же у нас история политическая. Группа, называющая себя киберпартизаны, явление известное. Группа эта белорусская и прославилась более всего атаками на белорусскую же государственную инфраструктуру, в основном на силовые органы. Киберпартизаны объясняют атаку на Аэрофлот политическими причинами. Помощь Украине в борьбе с оккупантами, нарушение работы крупнейшей российской государственной авиакомпании, нанесение ей максимального финансового ущерба. Корпоративный взлом по политическим причинам, корпоративный взлом как акт войны, ущерб не ради наживы, а ради самого ущерба – это явление чрезвычайно редкое. Особенно, когда занимаются этим не сами конфликтующие государства, а добровольные формирования, еще и из третьей страны. И вот этот момент интереснее всего. Именно здесь проявляется одно из главных свойств войны. Начиная войну, ты попадаешь в довольно необычную ситуацию, которая мало поддается мирной логике. Тебе хотят навредить не потому, что ищут в этом какую-то выгоду, а просто потому, что хотят сделать тебе плохо. Мы с вами об этом говорили в контексте уничтожения стратегических бомбардировщиков в Иркутской области самоуправляемыми дронами. Легко продать себе идею, что ты большой и сильный, а противник маленький и слабый, а значит не даст тебе больно по морде. В реальном же мире, когда ты делаешь кому-то больно, идешь кого-то убивать в больших количествах, да и даже в малых, то в первую очередь ты создаешь огромное количество людей, крайне мотивированных нанести тебе урон. Они будут искать и находить, где и как можно побольнее тебя ударить. Не столь существенно, есть ли у этих людей ракеты и танки прямо сейчас в наличии. Существенно, что их много. Они обладают самыми разными ресурсами, знаниями и компетенциями. От них абсолютно невозможно надежно себя защитить. Пока вы бегаете как дурни со ступой, выбирая, что защитить дефицитным ПВО от украинских дронов, склад с ракетами или оборонный завод, пока вы вырубаете интернет и навигацию от Москвы до Красноярска, в это время желающие сделать вам больно сильно прокачивают навыки, и дроны уже не летят по небу, а едут в контейнерах. Пока вы ждете диверсионную группу у границы и строите зубы дракона, диверсионная группа буквально по кабелю придет прямо к крупнейшему вашему авиаперевозчику. И всю его работу поставит колом, нанесет больший ущерб за день, чем атаки беспилотников за месяц. Когда много людей, много институций, включая большое государство, становятся вашими врагами и просто хотят причинить вам максимальный ущерб, защититься от этого становится практически невозможно. Причем враги ваши не разбирают, какой ущерб вам наносить. Военный – прекрасно, инфраструктурный – замечательно, финансовый, репутационный – тоже отлично. Что грохнется завтра? Взорвут завод по производству дронов в Елабуге, взломают Сбербанк или госуслуги, убьют еще парочку генералов, провернут какую-нибудь восхитительной тонкости диверсию по типу тех же автономных дронов или пейджеров Моссада. Даже если бы российские спецслужбы не представляли собой коррумпированное позорище, будь они хоть самыми прекрасными и замечательными, все равно каждый склад с боеприпасами, каждый самолет на аэродроме, каждого генерала, каждую критически важную компанию или целую отрасль защитить не получилось бы. На каждую твою идею, как заткнуть очередную дыру в безопасности, коллективный разум твоих врагов обнаружит еще сотню дыр, по которым можно ударить. Мы приходим тут к мысли настолько же банальной, насколько для лиц, принимающих решения в России, неочевидной. Развязывание войны – это решение, неизбежно приводящее к получению все более интенсивных пиздюлей. Какое-то время, имея солидный аппарат пропаганды и репрессивное законодательство, можно делать так, чтобы абсолютное большинство граждан не замечало реальности. Не замечало, что своими идиотскими решениями ты на всех навлек угрозу, которая со временем становится все больше.
Но на дорогу к Киеву, плотно усеянную трупами, на крейсер «Москва», на Крымский мост, на Херсон, куда Россия пришла навсегда, а потом как-то ушла, не прошло и года, на отдельные обстрелы и взрывы, на вторжение противника в Курскую область, на все это растущее безумие, на череду болезненных и унизительных для начальства пиздюлей большинство граждан, большей части экономики, значительной части управленческого аппарата действительно может быть плевать. Но потом оказывается, что взрыв возле собственного дома больше не будничность пары приграничных областей, ведь долетает уже до Урала. Коллапс в аэропортах теперь перманентен. Невозможность прилететь и улететь, которая раньше была сродни аномальному погодному явлению, теперь становится просто регулярным событием. И теперь даже дронов не нужно, можно просто грохнуть самого авиаперевозчика. Раньше практика отключения мобильного интернета касалась только регионов в непосредственной близости от границы, а навигацию глушили вообще только в Москве вокруг Кремля. Теперь все глушат даже в Красноярске. И существует примерно 0 способов понять, где угроза возникнет завтра, через месяц или через полгода. Факт в том, что точно возникнет. И с каждым таким раундом все сложнее будет скрывать от граждан, что своей идиотской войной с несуществующими причинами ты подвергаешь их благополучие, жизнь и здоровье реальной угрозе. И не существует способа прекратить это чисто технически. Как-то так вести войну, чтобы не огребать с каждым разом все больше. Единственный способ не огребать от врагов в войне – войну закончить. Не самая оригинальная идея, но мы точно знаем, что реализована она не будет. Реализована будет идея поиска уязвимости и их превентивного закрытия. Попытка угадать, кого взломают или атакуют завтра. Попытка, вне всяких сомнений, вновь безуспешная. Единственный способ не навлекать беду на себя, своих товарищей, на собственные элиты и на граждан страны, которой управляешь, не начинать войн. А единственный способ сейчас снизить вероятность подобных рисков в будущем – поскорее войну закончить. Путин может сделать это в любой момент, но мы понимаем, что не сделает. До завтра.